Привет, друзья! С вами Валерий Казаков, и вот такая симпатичная задача. Вы такие любите. Простые фигурки. Дан квадратик, дам буквы А, Б, С, Д и полуокружность с диаметром D, М. Отрезок СМ пересекает окружность в точке К. Оказалось, что ЦК равно 5. Ну, диаметр ДМ 6, и нужно найти площадь этого квадрата. Ну, вот попробуйте сами решить эту задачу. А я сегодня буду читать лекции учителям. И вот лекцию первую начну именно с этой задачи. Как раз 9 классы сейчас там по некоторым учебникам проходит так называемое среднее пропорциональное в прямоугольном треугольнике. Вот посмотрим, знают учителя это среднее пропорциональное или еще нет. Теорема. Ну, талантливые, способные учителя, которые в том числе и подписаны на наш канал, конечно, это знают, они большие мастера, но есть масса молодых, начинающих учителей, средненьких, я бы сказал, и вот хотелось бы их приобщить к этому высокому искусству геометрии. О чем говорит теорема о среднем пропорциональном? Она так и называется. О средних пропорциональных в прямоугольном треугольнике. Или о среднем пропорциональном в прямоугольном треугольнике. Если в прямоугольном треугольнике провести высоту, гипотенузе, она разобьет гипотенузу на два отрезка, А со значком С, Б со значком С. Они являются проекциями катетов на гипотенузу. И вот рассмотрев три попарно подобных треугольника, левый, правый и большой, мы получим вот такие формулы. H в квадрате равно АС на БС. АС на БС. Ну, иногда пишут через корень. Вот среднее геометрическое в явном виде. И читается это так, что высота есть средняя пропорциональная между проекциями катетов на гипотенузу. Для катета справедлива формула. Катет есть средняя пропорциональная между гипотенузой и его проекцией на гипотенузу. Ну, то же самое для второго катета. С на Б со значком С. Все. Ну, замечательные три формулки, фактически две формулки, которые позволяют, зная любые два отрезка в этом прямоугольном треугольнике из этих шести, найти оставшиеся. И вот посмотрим, как можно применить к нашей задаче. Вот здесь достаточно догадаться провести ДК, и мы получим прямоугольный треугольник. Вписанный угол ДКМ, опирающийся на диаметр, прямой. Все. Ну и вот этот уголок CDM тоже прямой. Ну, он смежный к углу квадрата, правильно? Правильно. Тогда у нас получается прямоугольный треугольник CDM. CDM. И что вот в нем известно? В нем известно CK, по условию это 5, и DM, это 6. И что требуется найти? Площадь квадрата. Значит, нужно найти сторону CD, то есть катет CD. А мы сказали, зная два, любые из 6 этих отрезочков, мы сможем найти оставшиеся. Ну, наверняка здесь нам придется рассматривать отрезок КМ, который можно обозначить x, и тогда мы получим, что вся гипотенуза равна x плюс 5. Отрезок КМ – это проекция катета ДМ на гипотенузу, и она равна x. Ну и сам катет ДМ известен. То есть ДМ в квадрате равно СМ на КМ. dm в квадрате – это cm на km. Так мы это запишем. dm в квадрате cm на km. То есть катеты среднее пропорциональное между гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу. 6 в квадрате равно cm – это x плюс 5, km – x, и у нас получается просто квадратное уравнение. Решаем его. 5х минус 36 равно нулю. Потерями виета получаем минус 9, 4, и четверка нам подходит. Х равен 4. Ну, здорово. Если х 4, х равно 4, то вся гипотенуза будет 4 плюс 5, 9. И теперь вот из этого всего треугольника по теореме Пифагора мы найдем CD. Я здесь напишу. CD будет равно 9 в квадрате минус 6 в квадрате. 9 в квадрате минус 6 в квадрате. И сколько это? Корень из 45. CD корень из 45. Ну тогда что же искать здесь площадь? Тут уже даже я справлюсь. Итак, s квадрата будет равно cd в квадрате
Корень из 45 в квадрате, да просто 45. Ну, вот такая задачка в два действия получилась. Напишите, как вы решали. Если вы используете просто подобие, это тоже неплохо и замечательно, если вы сумели его увидеть и применить. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. Да поставьте лайк, потому что алгоритмы Ютуба настолько странные, что совершенно какие-то такие простенькие задачи, детские, школьные, ну, у иностранных там блогеров, итальянских, французских, набирают какие-то огромные просмотры, а наши шикарные с вами задачи и решения вот ютятся в районе 5-7 тысяч. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.